Всем привет! Тут от польского телезрителя поступил комментарий, что эта Тесла совсем не такая уж дешевая. Нет, ну, я согласен. Вообще дорого. Вообще это возмутительно, что Илон Маск обещал электрическую машину для народа класса D за 35 тысяч долларов, а по факту она стоит больше 50 тысяч евро, чтобы ее купить новую в Европе. Конечно, это возмутительно. Но если бы Илон и его команда действительно сделали бы машину электрическую с разгоном до сотни, веселым очень, как в лучших спортивных версиях гражданских автомобилей, и при этом дешевле, чем машина с двигателем внутреннего сгорания на батарейке, машина на батарейке дешевле, чем машина внутреннего сгорания, то я думаю, его бы все вероисповедания мира, я прошу прощения заранее за такое сравнение, причислили бы к лику святых, потому что это было бы настоящее чудо. Кстати, есть уже церковь Святого Илона. Ну ладно. Но вообще, честно вам скажу, цены новых машин вообще с ума посходили. Вообще новую машину покупать дорого. Поэтому если мы сравниваем стоимость покупки новой Теслы со стоимостью покупки 15-летнего Passat, то, конечно, мы совершаем ментальную ошибку. Не сравнивают яблоки с апельсинами, надо сравнивать вещи сравнимые. Я надеюсь, мы не будем сравнивать стоимость Теслы со стоимостью Шкоды Фабии или Toyota Yaris. Хотя Toyota Yaris и Шкода Фабия в хорошей комплектации, если еще в Toyota гибрид добавим, это краску хорошую, они получаются по цене всего лишь половина стоимости новой Теслы. Ну, это по-польски расценка. 100 тысяч злотых стоит хорошая Фабия или хорошая Ярис хороший в Польше. Окей. А если мы посмотрим на какие-нибудь другие машины, ну, да, и вообще новую машину приходится ждать 9 месяцев. Слушайте, 6 месяцев, 9 месяцев. Поэтому любая новая машина сейчас это дорого, ну и лотерейно, конечно. Когда ее получишь, неизвестно. Дефициты всего, и все растет в цене. И тебе говорят, хочешь машину получить через 9 месяцев? Давай сейчас гони деньги, 1200 долларов, и тогда, может быть, через 6 месяцев получишь машину. Да, поэтому, конечно, это не дешево покупать сейчас новую машину. Но чтобы потом, через 15 лет, было достаточно машин БУ, хороших, интересных, кто-то же должен купить сейчас новый автомобиль. Вот, и этих людях, которые сейчас покупают новый автомобиль, они вот приходят на рынок, в автосалон и начинают смотреть, и смотрят, ага, значит что, Суперб, Лаурент Клементи, полный привод и, допустим, двигатель помощнее, 2-литровый. Во что нам выйдет? С автоматом, разумеется, с какими-то дополнительными плюшками. И он в Польше выходит там где-то 200 тысяч злотых. А 200 тысяч злотых это цена базовая. Сейчас модель 3 без приставки стандарт Range, потому что у нее увеличили аккумулятор, добавили плюшек в салоне, противотуманки снова есть, все есть. То есть только премиум музыки не хватает и переднего двигателя. Ну, получается, что у нас сейчас можно купить Теслу в принципе по цене Шкоды. Вот, и поэтому, наверное, а также по причине того, что BMW, Audi, Mercedes, еще, ну и другие машины, надо просто очень долго ждать. А Tesla была доступна в европейских странах часто очень
гораздо быстрее, чем другие машины конкуренты. Tesla вышла на первое место по продажам в некоторых странах Европы в 2021 году. Вообще, как Model 3 номер один автомобиль по продажам. В голове это не помещается. Но в Великобритании и в Швейцарии Tesla Model 3 это машина номер один по продажам в 2021 году. В общеевропейском зачете даже у немцев Tesla Model 3 победила BMW 3 серии. В голове не укладывается. Все версии BMW 3 серии со всеми типами двигателей, гибриды, не гибриды, Tesla победила. Была доступна, люди посчитали, черт с ним, и купили электрическую машину вместо обычной стандартной зажигалки. Ну хорошо. Значит, кто-то покупает, значит, через 15 лет эти машины у нас будут. Тогда появляется второй аргумент. Да ну нет, вот это вот стоять на этих зарядках, нафиг надо. Так, теперь про время стоять на зарядках. Я вот съездил, не надо, если так, в Польше 70% людей живет в частных домах. Здесь вообще одна большая, по сути, по-другому развитая экономика, очень все децентрализовано. Поэтому много людей живут в регионах и живут себе в частных домах, в красивых очень окраинах. И у них у всех есть возможность заряжать машину дома. Поэтому что, долго ли они будут стоять на зарядке? И на зарядке вообще, в принципе, попадут, может быть, раз в месяц или два, когда сделают какую-то поездку. Да, и вот пример поездки. Я ехал с севера Польши, с Поморского воеводства, Староград-Гданьский до Варшавы и обратно. Общая дорога 790 километров. И сколько я стоял на зарядках в своей дороге. Да? То есть именно я стоял, потому что надо зарядиться, иначе не доеду. А стоял я 15 минут по дороге в Варшаву, автобанами 150-140 на круизе. И обратно я ехал. Я стал на суперчарджере, и там мне нужно было стоять. Я говорю о времени, сколько нужно было стоять. 15 минут надо было стоять по дороге в Варшаву, и 20 минут надо было стоять по дороге из Варшавы. И при том актуальном времени, сколько я на самом деле стоял, я стоял дольше, потому что по дороге в Варшаву я еще там проверял имейлы, кушал, по дороге обратно я уже был уставший. Просто мне не спешил уезжать, пока кофе не допил. Так вот, оказывается, что я ехал быстрее, чем время Google карт. С временем на зарядку. То есть, на самом деле, все не так плохо. Если ехать по правилам, плюс 10 максимум километров от разрешенной скорости, и стоять на зарядке Теслы, то получается время в путешествиях польскими автоматами, лимит 140 км в час. Осторожно, до 150 нужно ехать. Получается, мы едем быстрее, чем Google картами. Это, я считаю, нормально. Никакого шока, никакой сенсации. Просто нормальная поездка машины. Хорошо. А что забывают посчитать апологеты, люди, которые просто не пользовались раньше электрическим автомобилем? В голове не произошел еще сдвиг, что тебе не нужно ездить на заправку. То есть, если машина 90% времени заряжается дома, то ты не тратишь время на то, чтобы в воскресенье переодеться и поехать заправить машину, потому что жена забыла. Вот, то есть время заправки, да, технически, если есть еще удаленная оплата прямо на бензоколонке, то технически время на заправку это 5 минут. Это я говорю о заправке бензина. Газа, заправка газа занимает больше времени. Так вот, если вам туда все-таки надо специально поехать на эту заправку или съехать по дороге, то там начинаются дополнительные затраты времени. И в 5 минут очень сложно заправиться, уехать, если учесть еще это потери времени на доезд и так далее. Часто очень в трассах, особенно с пассажирами,
на зарядке тратится гораздо больше времени. А теперь, окей, Tesla может быть сопоставима по цене с другими автомобилями. Tesla совсем не тратит больше времени на зарядке, чем автомобиль с ДВС на заправке. Если посчитать все время заправок и то время зарядок, которое действительно вам нужно потратить и ждать машину. А теперь еще стоимость самой езды, проезда самого километра. Ну, в Украине, в России, я думаю, в странах Беларусь, там, Казахстан, электроэнергия еще дешевле, чем в Польше. Поэтому там все еще интереснее может выглядеть. Но в Польше у меня стоимость проезда в Варшаву и назад 790 километров сопоставима со стоимостью заправки. Это если я беру только стоимость этой поездки. Сопоставима с заправкой 60 литров газа. Но на 60 литрах газа нельзя будет ехать 150 автобанами и доехать и проехать 790 километров. Даже очень хорошая машина. Я в этом почти уверен. Но еще больше я уверен в том, что если мы возьмем перспективу месяца, когда автомобиль с ДВСом должен заправляться постоянно. А перспектива месяца это январь, 2700 километров я проехал. И если учесть все мои зарядки по счетчику в гараже, плюс все мои коммерческие зарядки, с учетом тестов, когда я только 70% времени энергии я зарядил дома, а остальную часть энергии я заряжал где-то на выезде, то даже тогда у меня стоимость километра получается за эти 2700 за месяц. Получается 17 грошей польских. Я тут где-нибудь напишу, сколько это в эквиваленте. Так вот эта цена не позволяет ехать, не позволяет ни одному ДВС сравниться. Может быть, на бумаге это будет сравнимым какой-нибудь гибрид-плагин, очень экономный в трассе, и при этом 100% по месту заряжающейся электроэнергии дома в дешевом тарифе. Может быть, но я не уверен, потому что в моем сценарии я езжу по автостраде, вот как сейчас, 120 километров в день. И гибрид у меня бы не смог. Так вот, учитывая все это, Tesla сравнима в покупке с похожими машинами, и при этом она дешевле в том, чтобы ее эксплуатировать в стоимости километра. Вроде неплохо. Ладно, всем спасибо, пока.